США закрепляются в Армении. Ну что ж, это свершилось. Армения подписала хартию о стратегическом партнерстве с США, а в ближайшее время в страну прибудет американская группа для совместной работы по охране границ. Те, кто заявлял, что все это не более чем пустая декларация, теперь вынуждены признать реальность, хоть и сквозь зубы. Конвульсии скептиков еще заметны, но процесс уже идет и выходит за рамки простых дипломатических заявлений. Кремль оказался бессилен. Российские элиты надеялись, что все ограничится громкими словами, но реальность оказалась иной. Если американские специалисты займутся практическими мерами по безопасности границ, это будет не просто политика, а конкретные действия. Москва больше не может рассчитывать на свои старые рычаги влияния. Газ, торговля, военная база – все это теряет актуальность, ведь армянское руководство теперь получает реальную поддержку Вашингтона. Для Азербайджана это тревожный сигнал. Несмотря на попытки Баку показать спокойствие, скрыть обеспокоенность не удается. Если процесс укрепления партнерства с США продолжится, и стороны подпишут полноценный договор о стратегическом партнерстве, Азербайджан окажется в сложной ситуации. Кремль годами удерживал регион под контролем, используя конфликты и сдерживая Ереван. Теперь этот баланс рушится, а Алиев вынужден наблюдать, как Армения выходит из российской сферы влияния. В Азербайджане, кстати, всерьез надеются, что Трамп отменит это соглашение. Видимо, в Баку плохо представляют, как функционирует политическая система США. Теперь о мифе, который активно тиражируют российские пропагандисты. Они утверждают, что Армения повторит судьбу Грузии, которая подписала стратегическое партнерство, но ничего не добилась. Однако ситуация изменилась. В 2008 году Грузия осталась одна против России, поскольку США тогда не были готовы к открытому противостоянию с Кремлем. Сегодня Вашингтон уже ведет жесткое противостояние с Россией и заинтересован в укреплении своих позиций на Южном Кавказе. Армения становится частью этой стратегии, и США явно не намерены отступать. Главный вопрос сейчас – насколько далеко готовы зайти США? Если сотрудничество продолжится, следующим шагом могут стать оборонное соглашение или появление военных объектов. Это уже будет новая реальность для региона. Теперь о деталях хартии. По словам Блинкена, в Армению направят специальную группу для совместной работы по охране границ. Такие шаги выходят за рамки стандартной хартии о стратегическом партнерстве и демонстрируют, что взаимодействие уже перешло в практическую плоскость. Сама хартия – промежуточный документ, который обычно не предусматривает таких мер. Но в данном случае речь идет о нестандартной хартии, которая закладывает фундамент для будущих оборонных соглашений и, возможно, даже для военного присутствия США в Армении. Есть два сценария развития событий. Либо в Армению прибудут военные специалисты США для реального укрепления безопасности границ, либо это будут гражданские наблюдатели с более политической функцией. В любом случае, это уже прямой шаг к стратегическому партнерству. Если процесс продолжится, мы можем увидеть подписание отдельного соглашения по безопасности или полноценного договора о стратегическом партнерстве с конкретными обязательствами обеих сторон. В общем, если кто не понял, 14 января 2025 года войдет в историю как день окончательного разворота Армении от предательской России. Условным началом этого периода можно считать сентябрь 2022 года. Объяснять не нужно, все уже знают. Так вот, после 14 января Москва и Баку больше не смогут посягать на территориальную целостность Армении. Конечно, они будут громко возмущаться и высказывать недовольство, а их сторонники продолжат поливать Армению грязью. Однако дальше слов дело не пойдет. Впрочем, пророссийские силы намекают, что хартия о стратегическом сотрудничестве с США не остановит возможную агрессию против Армении. То есть нам дают понять, что Россия не откажется от своих планов, и Баку тоже. Что ж, это будет их выбор. И за последствия тоже ответят они. Пример Украины здесь нерелевантен, поскольку решение о военном вторжении было принято Путиным еще в 2019 году, а против Армении был задействован другой план, который не сработал, и его пришлось менять на ходу, притом неудачно. С другой стороны,
Очередная военная агрессия Алиева уже не будет иметь эффекта неожиданности в силу своей очевидности. Армения не сидит сложа руки, но самое главное, она поняла, где друг, а где фальшивый друг. Так что ножа в спину больше не будет. К тому же сильной армией и стратегическим партнерством с США можно добиться большего, чем просто сильной армией. А теперь представьте себе глубину фрустрации ереванской агентуры на московской зарплате. Весь прошлый год они доказывали, что команда Пашиняна провалила американское направление, что команда Байдена и вообще демократы разочарованы в них. Когда победил Трамп, они принялись доказывать, что команда Пашиняна работала только с демократами, и теперь ей не удастся наладить отношения с республиканцами. Когда Госдеп на прошлой неделе официально опроверг информацию о подготовке к подписанию договора о стратегическом партнерстве, надо полагать, опроверг только из соображений безопасности, эти кадры принялись доказывать, что Армения провалила вообще все. Когда подписание все же состоялось, эти чузохи принялись доказывать, что договор не имеет перспектив, потому что Трамп при де, порядок на виде. Когда из Вашингтона поступила информация о том, что договор был готов еще в ноябре, но был отложен для согласования с новой администрацией Трампа и в итоге утвержден, критики предпочли промолчать. Но скоро они снова воспрянут духом и пойдут рвать на себе тельняшки ради России-матушки. Армения-то их никогда не волновала. А теперь сравнивайте якобы нашего многовекового союзника с Францией. Франция безоговорочно, полностью и неизменно поддерживает Армению, заявил посол Франции в Армении Оливье Дикатинье. Он выразил пожелание мира армянскому народу, подчеркнув, что одних слов недостаточно для его достижения. В этом контексте Дикатинье вновь подтвердил твердую приверженность Франции делу установления мира в Армении. По словам чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении Оливье Дикатинье, поддержка Франции для Армении является безусловной, всеобъемлющей и непоколебимой. Об этом посол сказал недавно на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что Франция поддерживает Армению. Армения представляет свое правительство, и та поддержка, которую Франция оказывает Армении, была гораздо более четко выражена президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она без условий всеобъемлющая и непоколебимая, подчеркнул посол. Он пожелал Армении мира, отметив, что слов недостаточно для достижения мира, поэтому он еще раз подтверждает приверженность Франции миру в Армении. По его словам, Франция всегда будет рядом с Арменией. Это обязательство по долгосрочному и справедливому миру в регионе, но также обязательство быть рядом с Арменией, поддерживать ее территориальную целостность и неприкосновенность, отметил Оливье Дикатинье. В свою очередь, министр обороны Армении Сурен Папикян выразил удовлетворение нынешним состоянием армяно-американского и армяно-французского сотрудничества в сфере обороны. Как сообщает Арминпресс, об этом министр сказал на пресс-конференции по итогам 2024 года, касаясь вопроса его прошлогодних визитов в Вашингтон и Францию. Как армяно-американское, так и армяно-французское сотрудничество направлено на повышение обороноспособности Армении. США поддерживают трансформацию наших вооруженных сил. То же самое я могу сказать и о Франции. Могу лишь выразить удовлетворение нынешним состоянием нашего сотрудничества. Предоставляемые нам возможности важны для институциональной реформы нашей армии и создания новых структур, сказал Папикян. Он подчеркнул, что внедрение профессиональной сержантской системы в вооруженных силах имеет ключевое значение. Министр подчеркнул, что 2024 год стал годом реформирования вооруженных сил страны. По его словам, в Армении за последнее время были созданы войска специального назначения и территориальной обороны, способные выполнять самые сложные задачи, которые высшее руководство поставит перед ними. Кроме того, были сформированы войска по управлению беспилотными летательными аппаратами, которые займутся координацией действий подразделений дронов, подытожил Сурен Папикян. От себя скажу, что радует одно – Армения с каждым днем становится все сильнее и сильнее. С таким соседом, президентом которого является Ильхам Алиев, Армения делает все правильно, перевооружается, чтобы, не дай бог, быть готовой к обороне. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.